Всем привет! В этом видео я планировал сделать сравнение игры Т8 свежевателя в Авалонских путях и обычных черных зонах. Но в итоге пробегал 3 часа в путях и черных, насобирал шкур при этом менее чем на 500 тысяч и пришел к выводу, что сбор шкур на высоком уровне это самое унылое и бесполезное занятие, по крайней мере в соло, и без привязки к определенной локации, в которой вы постоянно живете и примерно знаете места и тайминги респауна ресурсов. И пока я, как оказалось, бесцельно бродил по миру, мне в голову пришло немало мыслей по поводу игры. Все, что я буду дальше говорить, исключительно мое субъективное мнение об игре и не претендует на какую-то истинность в последней инстанции. Я играю в Альбион более-менее активно уже более 3 лет. За это время все аспекты игры, кроме владения станком в городе и участия в боях за город, мною были опробованы. Я поиграл и в соло, и в составе крупных и очень крупных гильдий, и в составе небольших ламповых гильдий. ХЦЕ высокого уровня, соло-данжи, кач и удержание статиков в далекие времена отсутствия рандомных данжей и после их появления. Сражения за замки и аванпосты, походы на мировых боссов, фракционные активности, торговля на разных рынках, обустройство и развитие островов, собирательство всех видов ресурсов, все виды ХГ, фарм магов, ганги и дайвы и так далее. Некоторые виды активностей меня увлекали и дарили кучу эмоций, причем разных, от победной эйфории и приятного удовлетворения полученным результатом, до злобы и подавленности от обидных поражений и крупных потерь. Но на протяжении уже нескольких месяцев я не испытываю ярких эмоций от игры. От побед легкое удовлетворение, от поражений слабая досада. Крупный дроп, как например 8.2 Авалонская карта, меня просто удивил. Причем не думаю, что это связано с финансовым положением. Хоть я и прекрасно помню чувства, когда был новичком и как было интересно искать пути и возможности заработка. На премиум, мамонта, остров, ХЦЕ сет, десяток другой ЗВЗ сетов. Сейчас все это есть, но даже если бы не было, пути достижения всех этих благ известны. Думаю, абсолютному большинству даже относительных новичков также эти пути известны. Просто для этого нужно время, дисциплина и некоторая усидчивость. А многим не хочется заниматься рутиной и хочется приключений. Конечно, можно просто бегать по авалонским путям и искать боев, но когда у этого нет конечной осмысленной цели, то и это быстро наскучивает. Ганги и групповые лично мне не приносят никакого удовольствия. Соло-ганги это круто, но слишком скучно. Думаю, мое 3-часовое блуждание в поисках кожи немногим скучнее соло-гангерской рутины. Соло-данжи в нынешнем состоянии тоже супер скучно, к тому же дропа там нет, прокачка в них актуальна только для тройки другой соло-билдов, да и то у меня хватило терпения чисто прокачать ношения. Вы скажете, что есть же Corrupted, то, что тебе нравилось в соло-данжах до их закрытия, и я бы согласился, если бы не то, что Corrupted, как и ХГ, разновидность анонизма. Пожалуй, поясню для тех, кто не согласен или не понял. Во всех видах ХГ от соло до 5 на 5 есть определенная мета и несколько играющих билдов. При таких условиях игра превращается не в приключение, что мне нравится в играх, и что я ищу в ММО, а в... не знаю как это назвать, то есть мне было интересно в сольниках, когда каждую секунду нужно быть настороже и ожидать практически любого противника за спиной или впереди. В Corrupted этого нет от слова совсем, в 2 на 2 и 5 на 5 не так ярко выражено, но те же яйца только в профиль. Торговля, собирательство, крафт, остров – это заработок, и тебе интересно этим заниматься, предвкушая результат, плюс в процессе генерируются события, как находка очень ценного ресурса или удачный уход от гангеров. Но когда ты начинаешь заниматься подобными активностями ради поиска событий, весь кайф теряется. Нахождение в более-менее крупной и амбициозной гильдии с хорошим лидером – это, безусловно, отличный вариант для тех, кто потерял цель в игре. У меня до сих пор очень приятные воспоминания от игры в РГ под руководством Шира и от боев под командованием его и Плиза. Когда ваша гильдия побеждает в огромном сражении достойного противника, это великолепное ощущение. А если ты при этом произвел полезное и заметное действие, так это вообще шикарно. Да и просто достижение серьезного результата общими усилиями дает приятные ощущения. Но в крупных гильдиях много разных людей, взаимодействие с некоторыми из которых не всегда приятно. Да и построение каких-то отношений я не очень люблю, это отнимает слишком много времени и сил. И вот, в принципе, и остается буквально пара активностей в игре. Это ХЦЕ и Авалонские пути.
ХЦЕ как концепция прохождения сложных данжей, конечно, интересна, но они как данжи, мягко говоря, не очень интересные и создают трудности при первых прохождениях. Дальше это превращается в рутину с целью добычи фейма. Вот и остался по сути один вариант – Авалонские пути. Здесь и открытый мир без ограничений, и неплохая награда в сундуках, и возможность PvP разного рода. И казалось бы, вот она великолепная замена соло-данжан. Но и здесь есть моменты. Зайти кому-то в спину практически нереально, так как почти все забирают сундуки с маунтом рядом. В то же время, если тебя атакуют, ты уже готов к бою, так как единицы начинают бой, не подъехав и не осмотрев твой сет. Вот и получается, что неожиданные бои, как были в соло-данжах, практически не происходят. Так к чему я развел эту демагогию? Похоже, я могу дать ответ на вопрос, который задал в одном из своих видео Red Hat. Кстати, подпишитесь на его канал, он делает душевные видео о своих похождениях в роли соло-гангера. Так вот ответ, похоже, я все-таки прошел Альбион. Я не вижу впереди целей, к которым хочется стремиться. Понятно, что можно поставить какую-либо цель по типу заработать миллиард или выкачать все мастерки в 700, но это просто вопрос времени. Кому интересно, все мастерки в 700 это прокачанный и одетый хил либо танк и каждую свободную минуту ХЦЕ высокого уровня. Заработок это рейсы между рестами в черных и городами, черный рынок и факультативно крафт. Можно, конечно, сидеть в караптедах, надрачивая руки для PvP 1 на 1, но в чем прикол, я не понимаю. Ради чего этим заниматься? Мне нравится добиваться целей, изучая при этом что-то новое и изучая мир, ведь это RPG, хоть и ММО. И вот с этим разработчики ничего не делают. В Альбионе нет своей души, нет истории и развития мира. С вводом авалонцев ситуация только ухудшилась. Если в обычных локациях есть точки интереса и объекты, которые рассказывают какую-то историю, можно взять локации по типу Камлана. Это отличный пример того, как можно и нужно было наполнять мир историей и лором. Но кроме этого, во многих локациях есть такие объекты, как, например, разбитые повозки, развалины какие-то и так далее. Даже в Сольниках делали мини-истории, помещая вора-еретиков в данж-морганы или пленных хранителей, тоже в данж-морганы. А ввод полумеханизированных переростков авалонцев смотрелся на этом фоне, как космодесантник в мире Среднеземья. Хотя мне кажется, мой пример более органичен, чем такое решение создателей. В общем, единственное, что мне остается, чтобы не удалить к чертям Альбион через пару недель из-за игры через себя, это путешествие с гильдией и друзьями в Авалонские пути, just for fun. Я буду делать нарезки из этих путешествий и в целом следить за Альбионом, но тематика канала не будет сосредоточена чисто на Альбионе. И поэтому я прошу тех немногих, кто досмотрел и дослушал мой бред до конца, посоветуйте, видео по какому проекту вам было бы интересно посмотреть. Конечно, у меня есть мысли насчет того, куда бы я хотел отправиться, но ваше мнение мне очень интересно и важно знать. На этом я, пожалуй, закончу разглагольствовать. Благодарю за просмотр, лайк, дизлайк, подписка. До новых встреч!